Здравствуйте, дорогие друзья. Пора отпусков. Буддисты ответственные продолжают путь к свету даже в отпуске, да. Очень многие проводят домашние ретриты. И сегодня мы спросим у Банте, как грамотно, правильно провести домашний ретрит. Ну вот об этом и поговорим. Банте, как провести грамотно, с пользой, качественно домашний ретрит самостоятельно. Вопрос такой. Good night, Bante. Good night, everyone. So it's summertime and it's vacation time, and many responsible Buddhists who are constantly developing their path to freedom, they may think of making their own home retreat at home. So the question of the day is, Bante, tell us please how to properly make a at-home retreat by yourself. Okay, hello everybody. Very nice to see you all. Здравствуйте все, всех рады видеть. So this is a very important part of your own practice. Это очень важная часть вашей личной практики. This is a stage that we find, how to say, independence or kind of like independence on our journey also. Это то место нашей практики, где мы обретаем независимость на нашем пути. Because usually guided meditations. Обычно обычные медитации, да, guided, медитации с ведущим. And even if we are on a retreat also, there's somebody always like who's like close to us and trying to help us, no? И даже на стандартном ретрите всегда есть кто-то рядом, какой-то гид, да, какой-то учитель, который поможет и скорректирует нас. So these are very nice things. Whenever possible, it's the best thing to go for a retreat. Так что это самая лучшая опция, самый лучший вариант поехать на организованный ретрит в какой-то центр. When you're talking about individuals' practice, Но если мы говорим об индивидуальной практике, there comes a time that you don't have to be forced to do something. приходит время, и чувствуется какая-то необходимость. You have to be forced to do something? You don't have to. You don't have to. В общем, приходит такое время, когда мы чувствуем, что нам у нас меньше давящих обстоятельств. And the person's dedication and lot of things comes to a point like there should be nobody. There doesn't need anybody to like push them. И зачастую у человека появляется такое понимание, что сейчас в моей практике мне нужно самому где-то что-то понять, чтобы мне никто не подталкивал, не помогал. This can happen in a person who had been practicing for a long time, or even a person who doesn't know much. But this can happen in both people. Это может произойти как с человеком, который уже давно практикует, так и с начинающим в практике. Retreat is a time, for example, like they say, because this is like a battle in a way. Ретрит – это такое время, в каком-то смысле это битва. A battle with our defilements. Битва с нашими омрачениями. Or even the 5 hindrances. С 5 помехами. So when people sometimes even
armies, when they retreat, they go to a position that they are more safer and they can do something, no more strongly. Если продолжать аналогию с битвой, то зачастую армии необходимо отступить для того, чтобы занять более выгодную позицию, перегруппироваться и собраться силами. So for a practitioner also, there's no violence or anything involved. Для практика есть подобная аналогия, только не нужно думать ни о каком насилии, конечно. But because in day-to-day life it's difficult, they go to or they make a situation so they can practice better. И так как в нашей каждодневной жизни это не просто, да, вести эту битву, мы создаем хорошие благоприятные условия для того, чтобы в этих условиях нам было легче сражаться. So one way is like going for a real retreat. Поэтому один из путей создания такой ситуации – это поехать на, ну, как бы организованный ретрит. But later in your life, there'll be a time that you want to intense your practice. Но потом в вашей жизни настанет время, когда вам захочется как бы интенсифицировать вашу практику. Even if you are a person who doesn't know a lot of things, but the how say the urgency or the need comes. Okay, I want to sit some more or practice some more. Не обязательно для этого ждать много лет и быть там каким-то суперзнатоком. Просто появляется чувство неотложности практики и благое желание больше сидеть, больше практиковать, больше заниматься. So if possible, we are trying to retreat from the things we have around us. Поэтому, если возможно, мы retreat around us. The retreat from the things around us. Поэтому, по возможности, мы стараемся как бы отстраниться да, на какое-то время от окружающей нас обстановки. And then even the five sense doors. И потом даже от 5 дверей чувств. So then they select a specific day or time period or a holiday time season. И вот мы находим какое-то время отпуска или праздников, да, какое-то свободное время продолжительное. So actually these had been there around from ancient times. In different religions and traditions also these customs have been there. Вообще этот обычай проводить это затвор, ретрит по праздникам и по таким дням, это древняя традиция. В Индии ей уже много-много лет. Especially in the later part of their lives in some. Особенно древние пенсионеры любили такое устраивать. Or some people even they separated a day of the week and they used to practice more. А некоторые выделяли прямо дни недели, в которые они больше практиковали. Even in the time of when there was no Buddha. Даже во времена, когда не было Будды. The good people at that time they were thinking like, okay, we do all this work and we support our families and all, but they didn't know about enlightenment or anything. Yeah? Даже в те времена люди думали, что ну вот я работаю, поддерживаю свою семью,
И о просветлении как бы они не знали. And they were thinking like, what are we going to take if we die to the afterlife? Они думали просто, а что мы вообще с собой унесем, когда мы умрем в следующую жизнь? Когда? And according to usually the moon, they used to separate at least one day per week and do their practices. И по их обычаю, в зависимости от положения Луны, они выделяли один день, как минимум один день в неделю, чтобы совершать определенные практики. And especially on those days, they used to take like 8 vows, 10 vows. И особенно по этим дням они брали 8 обетов, 10 обетов. And even practice things like jhana. И даже практиковали джаны. So, and other people would like relieve them of their work or duties and try to support them. So, the concept of dana also came. They would А relieve them другие from люди their. старались Okay. Другие люди старались помогать им, освобождали их от их тяжелых обязанностей, поддерживали их в это время. То есть и концепт даны тоже был уже в те времена. For example, there's this old story of our own Bodhisattva. Есть такая история про нашего Бодхисаттву. So it is said like he was a very poor person. Он в одной из жизней был очень бедным человеком. And he used to cut grass for the cattle of the village richest person. И его работа заключалась в том, что он косил сено для богатого какого-то олигарха своей деревни. Ну, не для олигарха, а для его скота. And one day so actually the eating place or the dining hall was actually called just like nowadays Dhanashala, alms hall. Зал для принятия пищи, для принятия подношений тогда назывался, в общем-то, так же, как сейчас, Дана-сала. And one day when he came, the whole because he came for lunch, no, the whole Dhanashala or the hall was empty. Before other days, like people were eating, and then there was a lot of noise, and no, and but today when he came, like there was nobody. И вот однажды Бодхисаттва, да, будучи вот этим бедным косарем, да, пришел в этот зал, где обычно сидело много народу, и все ели, и там тусили, в общем. А он приходит, а там он пустой, никого нет. And so he was surprised, and he didn't know anything what was happening. И он был очень удивлен, потому что он не знал, что вообще происходит. And then one person had come to that hall, and actually he had just like nowadays, like he had come to take some refreshments for the people who were observing, like for fasting. И вот один человек все-таки пришел. Это был человек, который пришел за напитками для людей, которые поддерживали пост. То есть там некоторые люди постились, этот человек им помогал, и вот он пришел в Данасалу за напитками. И вот этот человек пришел, чтобы взять сок, который он приносил под постящимся людям. And then it is said like the Bodhisattva asked this person, where is everybody? И вот Бодхисаттва спросил этого человека, а где все? And the person who came to take like fruit juice, he had told like, don't you know today is a observance day or Uposatha day? И этот человек с соком, он спросил Бодхисаттва, ты что, не знаешь? Сегодня же день Упосаты, сегодня день соблюдения обетов. So it is said, Bodhisattva asked, what is that? И Бодхисаттва
спросил, а что это вообще такое? And then this person had said, don't you know, even this rich person who was called a Sidhu, like a very rich person, but he was a very good person, and he was encouraging all his workers also to do these practices. И вот тогда тот человек с соком постарался объяснить Бодхисаттве, что вот этот богатый человек в деревне, он на самом деле очень тоже духовно преуспевающий, и он старается всех своих работников и всех там поддерживать, чтобы они на упостату вот делали практики. And then he had explained, like even this rich person and his family and everybody, they take like the 8 vows or the 10 vows. И также он объяснил, что вот этот богатый человек и его семья, и они все, значит, там работники берут And или 8 обетов, или 10 обетов. and this happened in a time when there was no Buddha. И это все происходило в то время, когда Будды не было. So he had told like they practice concentration meditations. Так что они практиковали медитацию сосредоточения. So then Bodhisattva asked, can I also practice these things, do these things? И тогда Бодхисаттва спросил, можно мне тоже практиковать? So he said like now almost half day is finished because Bodhisattva had come to eat after 12 noon. Almost half day is finished. You can take a half observance. И ему ответили, что ну, полдня-то уже прошло, но можно взять обед на оставшуюся половину. So then it is said like there is the full day, like 24 hours according to modern day, 24 hours. И вот можно взять на весь день, вообще можно взять на 24 часа, да, как в современности считаются одни сутки, это 24 часа. So it is called Uposatha. Это то, что называется упосата. Then half is called Adda Uposatha, half observance. Половина дня называется адда упосата. So it is 12 hours. Это 12 часов. So people used to do these things from very long time, and they should take the moon, the sequence of the moon. Да, но это мы говорим уже, то есть мы уже отошли от истории про Бодхисаттву, да, мы просто говорим, что вообще упосата исторически соблюдается по фазам Луны. So every week there's the change that happen in the moon. В среднем каждую неделю происходит важная фаза Луны. There are like 2 stages that are on the darker side. Есть 2 фазы на темной стороне. And then 2 stages of the moon that are in the brighter side until we get the full moon. И 2 фазы, происходящие на светлой стороне. То, что ну, до тех пор, пока мы, собственно, не созерцаем полную Луну. So these people used to practice, it seems like once a week according to the moon. They used to select that day and practice. So it was like one week, one time. Вот люди так практиковали один раз в неделю, в зависимости от смены фазы Луны. Да, в общем, один раз в неделю. Either 24 hours or 12 hours. Или 24 часа, или 12 часов. So actually it was very healthy, and they would even do some fasting for 24, like at least 12 hours they would do a fast. Nick, we cannot hear you. Hello?
Bante, looks like my connection is a bit wobbly. Can you please repeat? So they used to do a fasting for at least 12 hours. Но как минимум 12 часов они постились. Without any solid foods. Huh? То есть не ели твердую пищу. And some people took it one step further. Некоторые люди даже шли на один шаг дальше. So they used to go to some place. И они находили специальное место. Or in their homes. Или выделяли какое-то у себя дома. And they would do like the day before this moon occurring and even the day after the moon occurring. They would practice like 3 days per week. И они практиковали некоторые 3 дня. День до, непосредственно день вот этой лунной фазы, да, и следующий день. So those days actually people had freedom to practice even like 12 days per month. И раньше у людей была свобода практиковать 12 дней в месяц. То есть, 4 недели, да, по 3 дня. But modern day we say we are like very high tech and modernized and civilized, no? But we don't even have maybe 1 day for 1 month even. Ну, в наше время мы же все очень современные, у нас все очень четко и модернизировано, автоматизировано. Наверное, поэтому у нас нет даже иногда одного свободного дня в месяц. That is not a skill. That is like we are falling into a pit. И это не... В общем, Бante, sorry, what do you mean? It's not a skill that we don't have freedom or like free time. It is like we are going downhill, no? Like we are stuck in something, or we are stressed out, or we have no time, no? Because of things we have to do. И это, в общем-то, под горку мы едем с такой тенденцией, потому что мы просто зачастую у нас столько дел, мы набрали, что мы выгораем, у нас нет сил, или у нас нет времени, или еще что-то, и даже на 1 день практики в месяц. And these things were adapted by different religions also. И в целом эта концепция с такими специальными днями практики, она во многих есть других религиях. For example, you can say in the Buddhist practices, they do from morning, they have maybe breakfast, lunch, and then after that, in the evening time, they do the fasting. В буддийских практиках утром, днем они практикуют, а вечером, например, постятся, не едят ничего. In the Hindu practices and all, you can see the opposite. They fast in the morning time and then have something in the evening time. В практиках индуистов можно найти наоборот. Утром и днем они постятся, а вечером кушают. And even some religions, no, like they even fold their toilet paper and keep everything ready, food, everything, and they don't try to do anything else, but maybe their prayers or anything like that, only religious things for that whole day. В других религиях тоже люди готовятся, все набирают заранее, подготавливают место, даже туалетную бумагу, и молятся, например, весь день напролет. Or from ancient times, the idea of pilgrims, no, or pilgrimage. Или в древние времена, с древних времен идет движение пилигримов, да? So they used to go even to the desert or a forest and even practice.
некоторые люди в других религиях, да, идут в лес за практикой или в какие-то такие места. Still luckily, like for monks and nuns also, they have a day they practice maybe all night. В других практиках есть такие вещи, как не спать всю ночь и практиковать. In some monasteries, you can still see. In some meditation centers, you can still see this. И в некоторых медитационных центрах и монастырях до сих пор есть такая тема, и это продолжает существовать. So, like whole night, you can practice if you want. Всю ночь можно практиковать при желании. Even in like when most venerable Achancha was there, they always had a day like that for practice. И sorry, Bante, when Venerable Ajahn Chah was there, They what did he always do? had a day for like overnight practice. Окей. Когда Аджан Ча был еще здесь, они выбирали день, чтобы, вернее, ночь, чтобы всю ночь напролет практиковать. So if those people in those days, even when there was no Buddha, they thought like, what are we going to take to the next life? Поэтому это даже люди во времена, когда еще не было Будды, они уже задумывались, что же мы возьмем с собой в следующую жизнь. We cannot take anything what we have now to even our next life. Мы не можем взять ничего, что мы накопим в этой жизни из материального. So they were thinking about the next life, something wholesome to take to the next life. Но что же тогда хорошего с собой взять в следующую жизнь, если все материальное останется здесь? So in a way, they had the belief about wholesome things and even about karma. Так что в каком-то смысле даже у мегадревних людей было определенное понимание благого и кармы. But now the sad part is like we sometimes don't have that awareness. Those people, even without a Buddha, had. Из грустных новостей, что мы, будучи современными прокачанными людьми, не имеем зачастую такой же осознанности, как древние люди, у которых не было даже Будды. So even in our countries, we can see that. И даже в наших странах повсеместно мы это можем увидеть. Those people without any Dhamma or anything like that, refined teachings, they still thought, okay, we should do like this, and they did. But now, after Buddha is also was born, or Buddha appeared, and he taught such wonderful teachings. But still, people like don't even put the effort as those people used to do in the past, very far away time. То есть, да, у нас есть Будда, у нас есть учение Будды, да, замечательно объясненное, провозглашенное. У нас все есть, все готово, у нас есть, да, все доступно нам, но мы не прикладываем никаких усилий, да, мы не понимаем. А люди в древности, не имея Будды и не имея учения, они и то понимали, что необходимо что-то в следующую жизнь с собой хорошего взять. So in the time of a Buddha, we can do so much things even than that time period. Even than those ancient time periods when there was no Buddha. То есть даже в древние времена, когда не было Будды, все равно было множество возможностей, чтобы себе улучшить жизнь. So that's why, like coming back to our question, even self-retreat is so important. Поэтому, возвращаясь к вопросу сегодняшней лекции, да,
Самостоятельный ретрит – это очень важная часть практики. So let's talk about how to arrange a self-retreat. Теперь давайте поговорим непосредственно об основной теме, как же это его правильно устроить. Number one, have a very clear idea what you are going to practice. Во-первых, у вас должна быть супер четкая идея по поводу основной практики, что вы собираетесь делать. Because a self-retreat is a time for like a super boost on the path. Потому что самостоятельный ретрит – это правильно сделанный самостоятельный ретрит, это супер буст на нашем пути. And because other days we don't have much time, so we do like maybe one time in the morning, one time in the evening. Потому что, в лучшем случае, что мы можем в обычные дни? Один раз утром, один раз вечером. This is like a chart Like a chart. or like a draft or a chart. Like, one side has one thing, the other side has another. And then you have like, Это вот представьте график. So one side is the effort. Одна ось этого графика – это усилие. And the other side is the time. И вторая ось – это время. Time to receive the benefits. Время. Sorry, Banze. What do you mean? Time to receive the benefits? The time period that takes to receive the benefits. То есть график как бы усилия против времени, чтобы получить уже ощутимые результаты. So what happens is when the effort increases, the time duration reduces. И вот какая ситуация. Когда усилия увеличиваются, растут, время до получения ощутимых результатов уменьшается. But when the effort reduces, the time duration increases. Ну и наоборот, когда усилия уменьшаются, время до ожидаемых результатов увеличивается. So in a self-retreat time, we try to increase the time we are practicing. Так что во время самостоятельного ретрита мы, в общем-то, из-за того, что прилагаем больше усилий, увеличиваем, так сказать, время нашей практики. We are trying to use one kind of practice so we can improve on that. Так что из-за того, что у нас больше времени на практику, мы можем значительно продвинуться. But you can use other things also to help you relax. Но также можно использовать другие какие-то вещи, которые позволяют вам расслабиться. And then even things like walking meditation. Например, медитация при ходьбе. One or two supporting meditations if you really need them. Одна или две поддерживающих медитаций, если они вам необходимы. But we try to promote our main practice. Но главным образом нам нужно развить свою основную практику. So, number one, just take a piece of paper. Так что первым делом возьмите листок бумаги. And make like a small timetable. И набросайте себе небольшое расписание. It's easy because you can take the time you wake up and you go to sleep. Это просто для того, чтобы представлять время подъема, время отбоя. And then the time you have your meals.
и время принятия пищи. And since you are dedicating that day for the practice, И так как мы решили посвятить весь день практике, see how many slots of meditation you can put within those things we named before. посмотрите, сколько как бы отрезков для формальной практики медитации у нас получается отвести за этот день. So you can put like after you wake up, you can, if you like, you can do one session at that time. Например, можно поставить себе сессию сразу после пробуждения. But try to at least add like 3 or 4 sittings if it's a whole day. И так можно разместить 3 или 4 сессии, если это целый день. Within that time period, you can take breaks, you can relax. За все время можно себе запланировать передышки, да, какие-то, время для релаксации. And then in the proper the times you selected, you can go for your breakfast and lunch. А также нужно придерживаться выбранного времени для принятия пищи. And in the middle also, you can take things like fruit juices. А также в середине дня можно принимать фруктовые соки. Or even some beverages. Huh? Или другие прохладительные напитки. But not beer, right? So no, Но не some пиво. soft drinks. They are some beverages, Какие-то right? хорошие напитки, не пиво. And yeah, things like tea and coffee also. Или можно непрохладительные, типа чай или кофе. So maybe ginger beer. No? Может быть, ginger beer, это как это у нас? And then Ну, в общем, это такое нормальное. and if you want to add the evening time or morning time, add something like yoga practice. Утром или вечером хорошо добавить какую-то физическую нагрузку, типа йоги или чего-то такого. So first self-retreat, do it in a very casual and relaxed way. В целом, и особенно первый самостоятельный ретрит, нужно проводить в очень расслабленной и непринужденной манере. But don't use things that will distract you a lot also. Eh? Но главное не, как сказать, не обращаться умом к отвлекающим каким-то вещам. I remember there was one person, and this person would practice in the morning time. Помню, был один человек, и он любил практиковать в утреннее время. And have a big break in the middle. И потом он брал большой перерыв. And even watch a movie. И смотрел фильм. And then try to do the evening one. А потом он старался приступать к вечерней практике. But that is too distracting. Но это слишком On отвлекает. another day, if you really want, you can watch a movie, no? В другой день, при желании, посмотрите этот фильм. So find a way like you can relax, and then but still meditate more than the other days. Так что нужно выбрать такой день, когда вы можете расслабиться, но все равно медитировать больше, чем другие дни. But it's not like, oh, other days I just do 5 minutes and today I do like 2 half an hour times. It's not like that. Eh? Но, опять же, это должно быть не за счет других дней, что обычно вы сидите там только 5 минут, а зато там в какой-нибудь особенный день 2,5 часа. So the first ones, do it, just write down them on a piece of paper.
what like the wake up time, breakfast time, lunch time, then maybe the time you go to sleep, and then you try to within that times you just see like, okay, one meditation session, then you take a small break, then uh, another meditation session like that. Try to put in as much as a few at least. И вот, когда вы будете делать себе расписание своего самостоятельного ретрита, да, грамотно распределяйте время на медитационные сессии, что вот подъем, там какая-то активность, потом сессия медитации, потом еще что-то, опять сессия медитации, чтобы у вас шло, ну, без излишних отвлечений, но при этом в расслабленной манере. That meditation session also you can break it into smaller parts. И можно разбивать на более мелкие подчасти каждый, ну, типа, временной интервал для медитации. If you can practice like maybe sometime at 20 to 30 minutes if possible, like walking meditation. То есть, например, у вас есть определенный интервал для медитации за And день, if you да? И if you в want нем уделите 20-30 минут медитации ходьбы. and if you want if you need some time for some like supporting practices, use some time for that also. И также при желании, если будет время, да, выделите определенное время для поддерживающих практик. And use a bigger time for your main meditation practice. Но основное время, конечно, уделяется основной практике медитации. For example, like if you do half an hour walking meditation, then 15 minutes to some supporting practices. То есть, например, 30 минут медитации ходьбы, 15 минут на одну поддерживающую практику, 15 минут на другую поддерживающую практику. Then if you can put like 1 hour for a main practice, that would be very nice. И было бы хорошо при таких временных But you can рамках change the час на основную практику. you can change the posture, even standing posture, like that. You can even practice like that. Ну, можно менять позу. Или что-то можно делать, например, стоя. I'm just telling a suggestion or idea only. Но это просто определенные общие предложения и идеи. С чего начать? You can decide and arrange according to what you wrote on the piece of paper. Можно набросать себе другой план и его придерживаться. If it's like a half day or a few hours you have, Если у вас есть только половина дня или вообще только какое-то, ну, там, несколько часов за день, then arrange according to that time. тогда соорганизуйтесь, ну, в соответствии с урезанным расписанием. If it's morning time, breakfast, lunch, and then according to that. То есть, если у вас есть время только утром, тогда там завтрак, And обед, ну, и в соответствии с этим. if it's evening time, try to, because there are not many meals like that, no. So then you can arrange the time accordingly. Если это время у вас есть вечером, тогда, так как уже вечером мы не так много едим, как в первой половине дня, обычно, да, там можно в But соответствии с этим распределить. if it's like half day, at least try to put 2 sessions of meditation. Но даже если у вас есть только половина такого дня, как минимум 2 медитационных, как бы, отсидки запланируйте. If it's a full day, if you can do like 3 or even 4 sessions, that will be very nice. Если у вас есть целый день, было бы хорошо устроить 3 и даже 4 сессии.
But first, don't how to say, strain yourself, no? Но поначалу не перенапрягайтесь, не стоит себя сразу запрягать жестко. And then later, what happens is, more you are into the practice, И потом, что будет происходить, чем больше вы будете набираться опыта в практике, you will automatically reduce the times of these extra things, автоматически время на дополнительные какие-то экстра вещи будет уменьшаться. and then what you'll do is you'll focus more on the practice. И по большей части фокус будет чисто на практике. So then it will even reduce the other things as much as possible, even the breaks. И даже перерывы постепенно начнут уменьшаться. Because then there's like a natural need to continue the practice. Потому что будет естественное желание поддерживать и развивать практику. And he or she finds a lot of comfort in the practice itself. И ум будет находить большое удовлетворение, да, и расслабление непосредственно в практике. So they are very eager to start again. Так что он сам будет проситься начать заново. Later that will happen, or when a person is practicing very more seriously, this will naturally happen. Так что как только мы приучаемся серьезно практиковать, это естественным образом происходит. But it's not a thing that is done forcefully. Но это не то, что насильно прививается. But on a self-retreat day, you can try and see. Так что просто попробуйте сделать себе самостоятельный ретрит и увидите. There are some external things also we have to prepare for the self-retreat. Еще есть внешние вещи тоже, которые нам надо подготовить для самостоятельного ретрита. But if you have somebody who support you, then it's very nice, no? Но если у вас есть кто-то, кто будет вам помогать, то это будет очень хорошо. So then they can help you with the food or calls or anything that is, no, if somebody comes to the place you are staying, they can talk and you can be left alone. То тогда они могут помочь вам с обеспечением еды или там принимать звонки, или кто-то там, если кто-то придет к вам домой, то они могут с этим человеком поговорить вместо вас. Or if you are even by yourself, you can prepare some food if possible and keep. Ну, а если вы делаете все полностью самостоятельно, то вы можете заранее подготовить еду с запасом. So then see the minimum interactions when you have started. We should have the minimum interactions. И так, чтобы когда мы начали, чтобы у нас было как можно меньше взаимодействий. So, for example, if you had some work or something, we finish it. If you're in your job, no, because if they start calling or you have to answer something, then again you are distracted. Ну, то есть, если, например, у вас есть какая-то работа, то ее надо заранее до этого закончить, а то, чтобы такого не было, что вам будут звонить во время ретрита, будут вас отвлекать. And even if you can inform the other people, like I'm on holiday or I won't be answering the phone, or if there is some message system, you can send them, I'll get back to you later. No? So then, because phones and all, they are very disturbing. Ну, и так, что вы можете заранее предупредить то, что у вас будет выходной, и вы не будете отвечать на звонки, или если там это какой-то мессенджер, то в мессенджере тоже сделать как уведомление, что у вас нет, то, что вы позже ответите позже. Вот, а то иначе все вот эти звонки, телефоны, это очень сильно отвлекает. Even the refreshments or even water, if it's in a reachable place, it will be very convenient.
Итак, чтобы какие-то вот там охлаждающие напитки или там вода, чтобы они были вот, ну, в легкой доступности, то так это будет, да, очень удобно. So then next is like the place we choose to meditate. И потом следующий момент – это место, которое мы выбрали для медитации. If you are with some group of people or family or some place, then we'll need like a place we can at least close the door and have some privacy, you know. Ну, или если вы там в группе, там, например, вместе с какой-то группой людей, там, или друзьями, родственниками, то нужно какое-то место, где мы там можем закрыть дверь так, чтобы у нас было какое-то вот спокойное такое частное место. There's a gentleman these days, like his family had gone on holiday, И, ну, вот есть один мужчина, вот у него семья поехала на выходные, but because of some work, he had to stay behind. и из-за там работы ему пришлось остаться, But he has more freedom than other days. но у него было больше свободы, чем в другие дни. So I just suggested, why don't you do a retreat? Я ему предложил, почему бы вам не устроить себе ретрит? And now he's going to do. И сейчас он собирается этим заняться. So when you have the time, it's great to do a retreat. И если у вас есть время, то это отличное дело, вот, устроить себе ретрит. And just see, like the area you selected, if you can clean it, it's better. If you can keep what, Bante? Sorry. The area you selected for your practice. Okay, I practice in this area, this room. If you can clean it, clean it. Clean it, окей. Да, и если вы можете содержать в чистоте то помещение, то есть где вы практикуете, это, ну, тоже вот будет хорошо, если оно будет чистым. And if you can, how to say, even things like our body and the clothes we are wearing, they should be also clean. Then it's the practice happens very well. И также еще наше тело и там одежда, которую мы носим во время ретрита, это тоже все должно быть чистым, тогда практика идет хорошо. And if possible, if there's like lesser things in the room or the place you're meditating, then it's better to practice in a place like that. И если еще вот место, где вы медитируете, там меньше вещей, каких-то посторонних, меньше вещей, то это будет лучше. То есть чем меньше там вещей, тем будет лучше. Things like these were mentioned from ancient times. Но вот такие вот вещи, они упоминаются там с древних времен. But if you suddenly cannot like throw everything out, no problem. Eh? Но если вы вдруг не можете все выбросить, то да, нет. Yeah, so then for walking meditation also, if you have like a small corridor someplace, that would be very nice. И для ходячей медитации при ходьбе, если у вас есть там где-то, например, коридор, где вы можете ее практиковать, то это будет, да, очень хорошо. But you can even use from one corner to the other corner of the room, then it's a bit more longer. Но вы также можете использовать там, практиковать вот из одного угла комнаты в другой угол комнаты, то тогда расстояние оно будет немного больше. But these are all suggestions. Eh? Но это все просто это предложения, советы. Even the windows, doors, and all these things, also just see what is the most suitable way that you are not disturbed. You have to always go and open them or close them. Even the pets, these kind of things, just see what you can do. Ну и там различные там такие вещи, например, как окна и двери. То есть посмотрите, чтобы они меньше там вас отвлекали, чтобы там не приходилось вам, например, постоянно открывать окна, там открывать, закрывать окна, двери.
вот, чтобы меньше было таких отвлечений. Или чтобы там, если есть домашние животные, чтобы тоже меньше было отвлечений с их стороны. То есть, что можно для... But some things we cannot avoid, no? Но каких-то вещей мы не можем избежать. So those things you do very mindfully. И вот эти вещи делайте очень осознанно. And within the retreat time, we try to do things even very slowly. И во время ретрита мы стараемся еще все вещи, которыми мы занимаемся, делать их очень медленно. And even the clothing, use something that is more comfortable, maybe more lighter. Or now it's like the warm season, also, I don't know. And something loose, no? Like then it's more easier. И вот в плане одежды тоже используйте что-то, что более легкое, более комфортное, такое более свободное. И тем более сейчас тоже еще теплый сезон. Вот. Если будет такая одежда, то будет уже проще. And usually self-retreat is like we practice by ourselves. Ну и обычно вот самостоятельный ретрит, селф-ретрит, это когда мы практикуем самостоятельно. Because sometimes when you have another one person also, uh, at first it can be disturbing. Ну и сначала, если есть кто-то еще, какой-то другой человек, то поначалу это может отвлекать. Because we are new, no, like, to our practice, and then sometimes if they make some noise or if they are doing something else, we sometimes can see and we can get irritated even. Ну и там мы как бы, да, знаем нашу практику, когда практикуем, и если это, ну там другой человек, он может делать во время практики, какие-то там звуки издавать или что-то еще там чем-то заниматься, то мы это будем видеть, и это даже может нас раздражать. I remember one time, like there was a person, and this person's the other partner was making all this noise and everything. So the whole retreat time, like this person was full of anger. Really. И да, я тоже сейчас помню, была одна ситуация, там, два человека практиковали ретрит, и вот один человек, вот он издавал там различные звуки, и там как шумел, и поэтому второй, он был раздражен, и вот он весь ретрит, он находился в злости из-за этого. And then because this person was upset or angry, the partner got more upset. И так как, и так как этот человек был расстроен и зол, то его вот напарник по ретриту, он стал еще более расстроенным и злым. Then the rest of the retreat time, it was trying to console the partner, like or it was like a therapy session or like counseling session for the partner. И Or don't be upset, don't be. I was just angry because of this, and all that. Like, yeah, no meditation in the end. И получается, что остаток ретрита один партнер успокаивал другого, что там да, ты там не расстраивайся, не злись. И то есть это была как уже такая психологическая там консультация, уже не ретрит. And then retreat number 2 of this person. И потом ретрит номер 2 этого человека. This person said like, though it was a self-retreat, I bring my mother also. Этот человек сказал, хотя это самостоятельный ретрит, но я еще приведу свою маму. And then after that, uh, she said like, this person said, sorry, mother doesn't know anything, so I wanted to teach her. И потом этот человек сказал, что да, моя мама, она ничего не знает, как практиковать, поэтому
я буду ее учить. So the whole time period, this person tried to teach her mother meditation. И поэтому вот все время медитации этот человек, он учил свою маму медитации во время ретрита. And then this person was complaining. The mother gets up, she goes here and there. Because she's elderly, no? And then she won't listen to me, and she walks here and makes so much noise, does this, does that. Oh, it's so bad. No, why did I even do this? И потом этот человек, он жаловался мне, то, что там мама, да, она там иногда бывает упрямая, не слушает, и там ходит туда-сюда, издает там звуки, шумит. Так, так плохо, зачем я вообще этим всем занимаюсь? Then I asked, like, you were going to do a self retreat, weren't you? Потом я спросил, да, вы же собирались заниматься самостоятельно ретритом, не так And ли? this person was kind of a bit upset also. Why isn't it good to bring my mother and like teach her meditation? И потом этот человек еще даже расстроился и сказал, то, что это же хорошо, там, то, что привести маму на ретрит и учить ее медитации. But it was just this person's self retreat number 2. Но это был вот, самостоятельный ретрит этого человека, номер 2, второй. So when you start doing these kind of things, like the whole thing just collapses. Когда мы начинаем заниматься вот этими различными маленькими вещами посторонними, то весь ретрит, он разрушается. So just try to avoid all the distractions possible. Поэтому постарайтесь избегать любых отвлечений, как только это возможно. We cannot have everything 100% perfect. И у нас не может быть, чтобы прям все было 100% идеально. That's why we observe the things like the 8 precepts or the 8 vows or the 10 vows. И поэтому мы соблюдаем вот такие обеты, вот там 8 обетов или 10 обетов. Then like entertainment things or like using money, all these distractions, they are cut off for that time period. И там тогда вот такие вещи, как там развлечения или там использование денег, они все, мы этим всем не занимаемся на период ретрита. But since we have to do those things, if possible, keep those things ready before you start the retreat. Но if this Like possible, something like food or something, no? If you have, then you have to use money and purchase them, bring them, no? And even cook them, maybe, no? So or find a way that can be arranged. There's somebody to help, no? ну и поэтому постарайтесь, да, там вот такие вещи, как запас еды, вот, ну и все такое, это все заготавливать до ретрита, чтобы во время ретрита там, да, не надо было пользоваться деньгами там или готовить, вот. Или если получится, то кого-то, да, попросить, чтобы вот, кто-то вам помогал во время ретрита. But even if a person is bringing you food, just inform them before and keep the interaction to the minimum. И если есть такой человек, который будет приносить вам еду, то заранее его предупредите. Вот, так что взаимодействие будет вот по минимуму. But please try it, because when you do one time, we see what happens, no? Even in the case we were talking, we see, no, okay, this was something, there was a mistake here. Then next time, we try to fix it. So like that, if you try to do it a few times, so then later on we get it more and more better and better. Ну, и поэтому, да, сами попробуйте так провести самостоятельно ретриты. Если вы сделаете так один раз, то вы потом после этого поймете, что вот были вот такие-то, такие-то ошибки, потом в следующий раз вы их постараетесь исправить уже. И вот так вот несколько раз, исправляя ошибки, вы будете делать свои самостоятельные ретриты все лучше и лучше.
But if it's like a place where there are a lot of kids, or there are children and there are household things to do be done, no, so then it's best like even for like half a day, go to like a place like a monastery, take some food with you, then have your meal there, and then from there on, uh, for like 4 hours or something, continuous practice. Но если у вас там дома, да, там много людей, много детей, там шумно, вот, то лучше в таком случае даже взять, ну, там, взять с собой еду и пойти куда-нибудь в место такое, как монастырь, там на полдня, например, да, если получится, вот, там принять еду и уже вот там практиковать. So uh, more you go into more serious practice. И чем больше вы начинаете серьезно практиковать, But don't misunderstand. It's not something like so heavy and tiresome. Not like that. но только поймите правильно, это не то, чтобы там это очень что-то тяжелое, утомляющее, что-то суперсложное. The liking or the need for the practice comes within us. And serious means like we reduce all the extra things we were doing within that time also. And we are like very keen on the practice just to be with the main meditation object. Ну и вот любовь к медитации, то есть к практике, она постепенно возрастает, вот, и потом уже во время самой практики, вот тут серьезная практика значит то, что мы не занимаемся какими-то посторонними вещами, то есть все время постоянно уменьшаем количество посторонних вещей, и мы очень охотно занимаемся практикой, стараемся. So then, like in the Mahasi tradition, uh, so this I'm just telling, if a person have been practicing for a long time also, they also can know what to do, no? И так же, как вот в Махасе традиции, если практикующий, он уже практикует на протяжении долгого времени, то он уже знает, что нужно делать. So they do like 1 hour walking, 1 hour sitting, 1 hour walking, 1 hour sitting. Ну и вот они делают так, что час ходячей медитации, час сидячей медитации. Ходячая, сидячая, ходячая, сидячая. They take breaks for like breakfast, lunch, and then maybe some refreshment in the evening, but they keep this process happening continuously. И там они берут перерывы на завтрак и обед, и вот на какие-то напитки там вечером, но они вот этот процесс держат непрерывно, продолжают непрерывно. Maybe a shower time in the middle. Может быть, там, да, еще принимают душ где-то в середине. And if you're doing like a day practice, you can take like one big 1 hour break even after lunch. 1 week, 1 hour break. No, if you're doing like whole day, usually like at least 1 hour, you can take a break, can rest or lie down or even sleep for some time. Ну, если вы там, да, практикуете весь день, то вы можете, да, даже взять 1 час перерыва, вот, то есть там и отдохнуть во время этого времени, вот, или там даже прилечь. For us also, it was kind of like a self-retreat. Yeah? И для нас это тоже было, да, похоже вот на самостоятельный ретрит. So even how to say, even within the monastery, the timetable is lenient. И даже вот в самом монастыре расписание, оно так не строго зафиксировано, оно еще тоже дается. Yes, you go for group meditations in the meditation hall. И то есть, если вы идете заниматься групповой медитацией, то вы идете
в медитационный зал. So when your practice starts working, you feel that it's not enough. И когда ваша практика начинает работать, то вы чувствуете, что этого уже недостаточно. So when the teachers understand you're practicing honestly, И когда учитель понимает, что вы практикуете they give старательно, they give you permission to practice in your dwelling or kuti. то они дают вам разрешение практиковать в вашей комнате, то есть в вашей комнате. So then it's like a self retreat. И тогда это становится как self-retreat, самостоятельный ретрит. So for me also, when nothing was happening, И для меня, ну, то есть ничего не происходило, I saw like two students of CRG. и я увидел двух студентов Саяда Джи, So they had been practicing under CRG. Their details I saw, sorry, their details I saw, and they had been practicing with CRG in the 80s, sorry, 1980s. Ante, you said the details I saw in the beginning. I saw details of two practitioners who had been practicing with CRG in the 1980s. And details in this context, Bante, meaning? Just details. I found some details of people. Details about them. Okay. Я видел, да, некоторые некоторые детали о двух практикующих, которые вот практиковали Саяду Джи в 80-е годы. And those days, CRG was very active, no? И в те дни Саяду Джи был очень активным. And so they say with CRG, it's more, you cannot even like, no space for error. Они говорили то, что Саяду Джи, он тогда не давал вообще никакого места для пространства для ошибок. Or in another way, more strict. Not error actually, sorry, like more strict. То есть был он таким более строгим. But these people, they had finished like the first section of the practices within a couple of months. Но вот эти вот люди, они закончили первые разделы практики в течение там, пары месяцев. So then, with that CRG standard, and at that time, where he would always come and check and even meditate with you and do all those things, if they could do something in such a short time with that standard and everything, there has to be something special in there, right? Ну, если вот тогда, в то время, когда Саяду Джи был, ну, вот так вот строг, он даже там приходил и как бы, да, наведывал, там, разговаривал со всеми практикующими и также со всеми медитировал. И если вот они могли вот эти этапы завершить так быстро, то тут что-то было особенное. So I checked on their schedule or how they practiced. Я проверил их расписание, то есть как они практиковали. So what they have done is they had practiced continuously for 3 hours. И что они делали, это они практиковали непрерывно в течение 3 часов. And took a break for 1 hour. Потом брали перерыв на 1 час. And then again practiced for 3 hours. И потом опять практиковали 3 часа. And then this had been going on the whole day. И так вот продолжалось весь день. Except for the meal times and the rest time. То есть за исключением времени на принятие пищи и отдых. And even within that 1 hour,
they had to said like they either did walking meditation. И вот в течение этого часа, Bante, I mean like within 3 hours, not hour. No. Within that 1 hour, 3 hours, 1 hour, 3 hours, 1 hour. И вот в течение вот этого часа, который вот был в промежутке между 3 часами, то есть они еще делали либо там медитацию при ходьбе. So within that 1 hour, so this directly for the practice. Within that 1 hour, either they would do walking meditation. Ну и в Okay. течение, да, вот этого то есть 1 часа, то есть там 3 часа было посвящено только практике, и потом вот 1 час, вот этот вот 1 час они делали там либо медитацию при ходьбе, Or read something that is really along, or like that is really about what they are practicing now. Read something about what they are practicing. If it's like the breath, just a small part about the breath. или вот в это время они еще читали что-то, что было посвящено именно вот той практике, которую они практиковали в настоящее время. То есть если они практиковали медитацию на дыхании, то они немного там еще что-то читали в этот промежуток времени, что было посвящено вот именно дыханию. Or if not, they would lay down and rest a bit. А если нет, то они ложились и немного отдыхали. But not too many things. Но то есть не много разных вещей. And silence was a very key thing. И молчание – это также ключевой фактор. So then I also thought, okay, if they could do, maybe it will take me longer, but this really worked, no? И потом я подумал, то, что если у них это получилось, то, то и я смогу. Ну, может быть, это, да, займет там больше времени. So I also tried to follow the way they tried to practice. И я тоже постарался практиковать вот таким образом, как они практиковали. So first I did like, first it was very tough, no? Like I did 3 hours and then 1 hour. Ну и сначала это было очень тяжело. Я практиковал то, что там 3 часа, потом 1 час. Then I made it like 2-3 hours. Потом я сделал так, что было по 3 часа, 2 раза по 3 часа. And then it slowly became more like 3 hours, 4 hours. И потом так постепенно становилось больше и больше. Там вот 3 раза по 3 часа, 4 раза по 3 часа. Finally it became like 5-3 hours. И в конечном итоге это стало вот 5 промежутков по 3 часа. But at that time the meditation was working very well. Но к этому времени уже медитация работала очень хорошо. So it is like you run to the dining hall, not run, like go quickly, and you eat quickly, and you are like so that we want to sit, come and sit, no? Like yeah, like the need is it's so much, like because you feel so comfortable, so peaceful. И то есть было так, то, что мы там старались быстро, когда было время принятия пищи, старались быстро пойти вот в зал для подаяний, быстро принять пищу и потом вернуться быстро обратно. То есть поскорее вернуться к медитации, потому что медитация была такой комфортной, и нужда в медитации была уже такой сильной. And even if you go to the dining hall, you are like you try to save your mind and come back, no, quickly. Если там вы, вот, когда идете в столовую, где принимаете еду, то вы тоже как стараетесь закрыть, сохранить то есть, свой ум, закрыть его от всего, и потом And you even try to, not they are bad or anything, but you try to avoid people who like, hey, like you know this, you know that, or say something like gossip or no.
then you're like, oh my goodness, like, and then you like quickly avoid, or you say something quickly. Hey, I had to go quickly, no, do something, no, no, I'll see you later, or something, and then you just like disappear. Да, ну и тогда тоже мы старались избегать тех людей, кто, то есть не то чтобы они плохие какие-то, вот, мы старались людей избегать, которые там много говорят, там, то есть говорят, что о, ты знаешь там это, то, или которые еще любят посплетничать, то есть мы там ну, старались их избегать и как-то поскорее, да, уйти. So actually, in Dhamma, it is said these things. И на самом деле в Дхамме вот, ну, рассказано об этих вещах. Yeah. So it is not because they are bad or anything. И это не то, чтобы они там плохие или что-то такое. We know how weak our mind is, no? Мы знаем, как слаб наш ум, And we are trying to let it empty. и мы стараемся его опустошить. So already what we have is too much. So we don't want some other things also being put into the mind. И то, что у нас уже есть, это уже слишком много. И мы не стараемся еще позволить, чтобы еще другие вещи So поступали. in many places, this part is especially kasinas, jhanas, many places practice. It says, ase, just say like Bante is saying, asevana putkala parivajjanata. Вот во многих местах там практики джан, практики касины, вот говорится вот эта вот фраза, которую Банта сейчас на палец произнес. Asevana putkala parivajjanata means like you try to avoid distracting people. И вот это вот значит, то, что вы стараетесь избегать людей, которые вас отвлекают. Even it's not forever, no, like just because we want to practice or in the retreat time. То есть не навсегда, а так, как вы хотите практиковать, то есть вы это делаете вот во время своего ретрита. If you're in a family situation and all, we don't try to like disregard them or condemn or nothing like that. So, but we just make it like, okay, I'll have some my time for myself, or I like to be in silence. You just mention to them, and without any conflict, no, and uh, we try to avoid within that time. It's not we are thinking that this person is a nuisance or so bad, all gossiping, no, so negative, none of that. So, but this is too much for our mind because our mind is still weak, no? It needs the support. And then, so we just try to avoid that and we say, okay, I'll finish this and come and talk to you. Do some measured and then later get involved if you like, no? And if it's in the same house, we cannot avoid those like that, right? Ну, и то, что вы не то, что там избегаете этих людей или там осуждаете их, как-то вступаете с ними в какие-то конфликты. То есть это не так. Вы просто там, если это, например, ваши домашние, то вы просто как, ну, говорите им то, что сейчас у них будет время для практики, и то есть, ну, вот в течение вот этого времени вы не вступаете ни с кем в контакты, вот. Ну, а после того, как практика уже закончилась, то ну, опять его возобновляете, вот, или, да, там, ну, вы там можете сказать, да, если кто-то тоже к вам подходит, то или что-то просит вас сделать, то вы просто можете сказать, да, то, что, ну, вот, сейчас там заняты, практикуйте, и вы позже вернетесь к этому делу, и потом вы после того, как вы закончите, ну, если вы хотите, вы можете, да, вернуться к этому делу, вот к этому человеку, вот, то есть вы не так, то, что постоянно избегаете, тем более, если вы как бы это ваши домашние, то вы как не можете их постоянно избегать. Of course, even the slightest thing,
that can become a distraction. Потому что даже мельчайшая вещь, она может стать отвлечением. Because there is still like the person who's practicing very well, Потому что есть один человек, вот он практиковал очень хорошо, but according to that effort and what the way that mind was working, there should have been something wrong this person was doing. и ну вот то, сколько он усилий прикладывал, то, как он практиковал, и то, какие у него были результаты, там должно было быть что-то, что этот человек делает неправильно. So I just asked, like, please explain what your process of practice is. Ну, я просто попросил, пожалуйста, объясни, каков процесс, вот как ты практикуешь. Then this person like said, no, I do these things, and then I take the determinations and all that, and I practice this part. Ну, этот человек сказал, да, то, что я там делаю это, потом я вот Which понимаю, там сильно решимость проявляю, потом практикую эту часть. then I said, like, what else do you do, no? И Because that потом, part was all fine. и потом я у него спросил, а чем ты еще занимаешься? Потому что вот то, что он сказал, вот эта часть, она была, да, то есть все в порядке с ним было. Then this person said that I get up from my meditation because it's now like evening time, and then this is the evening session, especially because that time was the time that meditation went very well for this person. And I get up, and since it's evening time, I go because my cats are there. I because they want to go out and all. Others they come and talk to me, like, and so I put them outside, and then I close the windows, and then I come and sit. Then I ask, like, can you not do that before, if they are not in danger or anything? In the same premises, it's safe. So I asked, like, can you not? Then this person, yes, I can do that before. Then, like, it went very well, the practice. Мгм. So even these small, slightest things, just to go and switch on a light, or just close a window, even those things, like, even if the practice is going very well, that that can change the situation. Мгм. And Bante, just to clarify, the person did it like during the meditation session, like to put counts out. Yeah. Because you see, like, everything is like mind settling, and it's very bright and everything, and then suddenly, like, from there, nothing, no. And there should be something wrong somewhere this person is doing. Then when you follow up, say, please, what do you do, what do you do, then explain, no. And then this person said, every day when it's like evening time, I get up and I close the windows and then switch on the lights, and then I put, but it's just in the room, and I put the cats outside. uh, so I just asked, like, if it's the house and if they can still this is your room only, no, you're talking about. So why, if you can, like, put them out and then close the doors and windows before you start the practice, if you need, you can switch on a light if you need. Then yes, I can do that. And it changed everything. Ну и вот разговор тут как раз был с этим человеком о вечерней практике, то есть, ну, вечерняя практика у этого человека как раз проходила очень хорошо, поэтому вот мы обсуждали с ним вот эту вечернюю практику. И я вот задавал, ну, там, вопросы ему, вот этому человеку, как вот он практиковал, что делал, вот, и то есть получается, что практика шла хорошо, то есть все хорошо, было хорошо. Потом с какого-то момента, то есть там уже ничего не было, никакого там хорошего прогресса в практике. Я тоже задавал, ну, вот вопросы, а что вот ты еще делаешь помимо этого? И тогда человек сказал то, что это, так как это уже вечернее время, я вот практикую вечернее время, поэтому
А потом, когда уже темнеет, у меня там дома коты, так чтобы, ну, они уже не приходили, там не отвлекали. Я котов вывожу на улицу, закрываю окна, двери, и также я еще включаю свет в комнате, и потом возвращаюсь, продолжаю практиковать после этого. Вот, тогда я сказал, а ты, ну, как не можешь это сделать, может быть, до практики, то есть вывести котов на улицу, то есть если там для них не опасно, то есть заранее до практики это все делать, или там, если нужно, даже включить свет в комнате, где практикуешь, то все эти дела сделать до того, как вот садишься медитировать. Тогда этот человек сказал, да-да, я так могу сделать. Вот. И потом он как раз-таки начал так делать, все вот эти подготовительные работы до самой практики, и тогда все пошло хорошо. То есть вся практика стала продвигаться гораздо лучше. То есть даже какие-то вот мелкие детали, они могут уже сильно отвлекать, если там, например, надо встать даже банально, включить там, выключить свет. And most of all, we are trying to uh, increase the time we get to practice. That's the main thing. И самое важное, это то, что мы стараемся увеличить все время практики. And it doesn't matter even if you are just starting or if you have difficulties. Doesn't matter. И неважно, там, если вы там только начинаете, или у вас есть какие-то сложности, да, это все неважно. And everybody goes through the same way. И все проходят по одному и тому же пути. And this is good. We can remind this also. There is a how to say not clarification, the definition of people also. И, ну, еще мы вот такую вещь напомнил, тоже так интересно. Есть еще такая штука, как вот Uh, определение людей. so they categorize as Sukha Patipada and Dukkha Patipada. И вот люди определяются, категоризируются как сукхапатипада и Dukkha, yeah, Dukkha Patipada. Dukkha Patipada. дукхапатипада. Ah, so then these are also again how to say broken into two parts. И потом вот эти две категории, они еще разбиваются на еще две подкатегории. Sukha Patipada means with comfort. То есть сукхапатипада обозначает то, что с комфортом. Dukkha Patipada means you have to put effort. И дукхапатипада обозначает то, что вам нужно прилагать усилия. So there were some people, soon as they sat for meditation, И были люди, которые вот как только они сели медитировать, their concentration and all will grow very fast. их концентрация и все вот это развивалось очень быстро. Uh, and some people, uh, their vipassana side would grow very fast. А у некоторых людей, у них их вот випассана, она развивалась очень быстро. Uh, so for some people, both these sides would grow very fast. Для некоторых людей обе из вот этих вот стороны, то есть концентрация и випассана, развивались очень быстро. But obviously, they have done the difficult homework or the difficult part at least in their previous life. Но это очевидно, что они сделали всю сложную домашнюю работу, все вот эти сложности прошли в своих предыдущих жизнях. And they have not done any kind of bad karma also. И они еще также не совершили никакого плохого карму. That means like insulting pure people, like wholesome people. То есть такую, как вот оскорбление благих существ, чистых существ. Or disturbing practitioners. Или
отвлечения, то есть они не мешали тем, кто практикует, or even breaking like the vows. или то есть они не нарушали обеты. For example, if people did things like killing animals and all, Но, например, если люди там делали такие вещи, что они там убивали, там, например, там, животных, if there was even a small residue or a last part of that karma, и если есть даже маленькая часть, вот оставшиеся остатки от этой каммы, usually these kind of people have more bodily pains when they are even practicing. то обычно вот эти люди, у них проявляется больше боли в то время, вот как они во время практики. Or bodies are more stiff. Или там их тело, оно более такое жесткое. So these kind of things also for the easy part and the difficult part, they also have some effect. И вот эти вот вещи вот для сложной и для тяжелой части у них есть, то есть, For проявляется. some people, the concentration side is easy. Для некоторых людей концентрация дается легко. But vipassana, they have to put a lot of effort. Но для випассаны им приходится прилагать большое количество усилий. Some people, the concentration side is difficult, but vipassana side, very quick and powerful. Но для некоторых людей вот концентрация, вот эта часть концентрации, она сложная, очень сложная, но випассана, она очень быстрая. For some people, both concentration and vipassana, both are difficult. А для некоторых людей обе этих части, и концентрация, и випассана, обе сложные. Difficult means you have to put effort. That's the difficulty. Yeah, not easy. Not like you sit one sitting, oh, like all concentration coming. You just sit like one or two sittings, and then or maybe like a deep dhammas or vipassana. It doesn't happen very fast. Bante, you said like meditation, then deepest Dhamma and Vipassana. What was that? What? Like not like they sit one, two sittings and then deepest Dhamma or Vipassana? No. Like the difficulty means like they have to put in more effort. Yeah, that's I got. And So then easy means like they just one sitting sitting, and then the concentration happens very fast, or vipassana happens very fast. That is the easy. Easy without that means like the effort is less and the lesser obstacles. Мгм. Ну, вот тут сложно, ну, тут обозначает то, что таким людям им надо прилагать больше усилий, то есть больше практиковать. То есть это не так, как у людей, у которых это дается легко. Вот в их случае там, да, там несколько сеансов медитации, и там и концентрация, и випассана очень быстро развивается. Вот у людей, у кого это сложно происходит, то им просто надо прилагать больше усилий. That's why we take vows and we take like those determinations to even to remove karmic blockages. И поэтому мы принимаем обет, и мы вот еще проявляем сильную решимость вот, для того, чтобы убрать вот кармические блокировки. So even if it's a person who had practiced very well in their near lives or past life, then if because of virtue or how to say even like these karmic blockages, they can come and make it more difficult for this person, even if they have practiced very well, very strongly. But for example, okay, yeah, that can happen. Ну и там, если человек, он даже практиковал хорошо, там в предыдущей жизни практиковал хорошо, у него практика
проходило, там происходит хорошо, то вот эти кармические блокировки, они могут проявиться и вот создавать сложности. One very good example is our own Bodhisattva, Siddhartha Bodhisattva. И один очень хороший пример – это вот наша Бодхисаттва, Сиддхартха Бодхисаттва. So it is said in the Kassapa Buddha's time, he said something very bad about the Buddha, no? Ну и говорится то, что во времена Будды Кассапы он сказал что-то очень плохое в отношении Будды. And because of that reason, he had to go through those 6 years of self-annihilation. И вот из-за вот этих причин ему пришлось пройти через 6 лет самоумерщвления, практику самоумерщвления. And then that is another reason why the Mara, or the deity Mara, and his army of his forces try to come, and they try to make a lot of trouble for the Bodhisattva. No, when he was trying to become Buddha, they came at that very moment, and they try to make very fearful situations. Lot of things they try to do, no, to stop him. So that is also another reason because of that also. Но еще вот одна причина того, то, что перед моментом просветления, когда Бодхисаттва медитировал, ему пришел Мара со своим войском и там принимал различные там очень страшные облики, и то есть, ну, атаковал его. Вот это все тоже, вот одна из причин вот этого была как раз-таки вот это то, что как вот он, что он сказал, что-то вот плохое Будде прошлого. But for the future Buddha, Buddha Mitteya, it says like no problem at all. No 6 years of self-annihilation. Even the Mara cannot even look at him. Really. Но еще говорится то, что вот для грядущего Будды, для Будды Миттеи, у него ничего такого не будет, то есть у него не будет никаких там 6 годов практики самоумерщвления, все будет гораздо проще. И даже Мара, говорится то, что Мара даже не сможет смотреть на него. So if these things can happen to bodhisattvas who are just about to become a Buddha, what to say about us, right? То есть если такое происходило даже с бодхисаттвами, которые уже вот-вот становились Буддами, то что же говорить про нас? But we also can overcome these kind of things by taking strong, powerful vows. And even those things like we ask for forgiveness, we take strong determinations. By those things, we can avoid or push them away. Ну и вот мы принимаем сильные обеты, и также мы там проявляем решимость, мы еще просим также прощения. Это все тут тоже может помочь, может вот эти вот такое влияние, вот эти экономические блокировки их оттолкнуть от нас. So in your self-retreat time also, doesn't matter how many hours you do, you please take 8 vows or even 10 vows, better. И вот во время вашего самостоятельного ретрита, вне зависимости от того, какое количество часов вы практикуете, тоже принимайте там 8 обетов или 10 обетов даже будет еще лучше. So once a week, maybe on a Sunday or something, if you can slowly put in a few more hours, then that will slowly start growing. И если вот один раз в неделю, например, там в воскресенье, вы еще к практике добавите там еще несколько часов, будете добавлять еще несколько часов, то это постепенно начнет, вот это количество, оно начнет возрастать. And don't wait for the perfect moment. И не ждите идеального момента. For example, in suttas, Ну, например, в суттах Buddha said if you want to cross a river, Будда говорит, если вы хотите переплыть реку,
You don't wait for that special raft or motorboat or speedboat to come and pick you up. Если вы собираетесь переплыть реку, то вы не ждете, пока к вам приплывет какой-то специальный плот или какая-то специальная лодка там или корабль. And Buddha said, like, just take the sticks and the vines, that no, like what goes on the trees that grows, and then make a raft for yourself. Make a raft for yourself, and you don't even have a pedal. Just use your hands and legs, just to float. You make a small raft, and then put it onto water and pedal with the hands and legs, and just try to go across as soon as possible. Ну и Будда говорит то, что просто соберите ветки, какой-то пучок ветвей, потом свяжите его, возьмите лианы с дерева, свяжите его, и просто таким образом вот у вас будет небольшой плот, на который вы можете лечь, и у вас даже нету там даже никаких весел, вы просто используете там руки и ноги для того, чтобы переплыть. And in some suttas, your physicality, 5 hindrances, 5 aggregates, defilements, they are coming to harm you like your enemies. So you are now in the river. If you cross the river, you can be free. So then you have no time to wait for a boat and buy a ticket, wait for the next cruise or something. No, nothing like that. So you're like, the urgency is there. So quickly make something and then across. Then those how to say, the enemies cannot catch you or harm you. In suttas, it's explained like that also. В некоторых сутах еще объясняется так, то, что ваша вот физическая составляющая, ваша 5 омрачений, ваши там 5 совокупностей, ваши 5 помех, ваши 5 совокупностей, там, они представлены как ваши враги, которые направляются к вам, и чтобы причинить вам вред. Поэтому у вас там нет времени для того, чтобы там купить билет там на пароход или что-то такое. Вы просто стараетесь побыстрее переплыть эту реку. Okay, but don't worry. First, because we don't know and we are not used to it, it might feel how to say, we are not familiar. Or it seems like a thing, like, because we have not done it. But when you do it, what happens? You get used to it, and it becomes much easier. Но не переживайте, да, так как вы, если вы до этого ничем таким не занимались, вот, то да, постепенно вы к этому привыкнете, и то есть уже не будет так сложно. So, Vasily, we can answer those related questions if needed. We can answer those related questions. Окей, Банте. Yeah. Да, тогда мы сейчас ответим еще связанные вопросы, которые в чате были. Вот. Bante, the first question, related question is it okay to read books in the breaks between meditations? That's the only question, Bante. So usually it is advised to read something really according to what you're practicing now. Можно читать книги в перерывах между медитациями? Ну и обычно советую читать именно то, что связано вот как раз-таки с тем, что вы вот практикуете в настоящий момент. For example, the Satipatthana Sutta or Anapanasati Sutta, they have all the details, no? Например, Сатипаттана Сутта или Анапанасати Сутта, там... But
In another time, you can read the whole thing, whole sutta. Ну, то есть в другое время вы можете там читать полностью все, там всю сутту целиком. But in the meditation, like retreat time, if you read, what happens is, though it's Dhamma, they come as other thoughts. Но во время ретрита что происходит, это, хотя все это тоже дхамма, то это все возвращается, приходит как другим мыслям. So if you can minimize the reading and just read something very relevant to your practice or which can help your practice. Ну, то есть, если вы можете сократить вот то, что вы, ну, количество того, что вы читаете, или уменьшить его вот только до того, что относится к вашей практике, Then the next sitting will be easier. то вот тогда следующий сеанс медитации, он будет проще. And you will also see the difference. И вы также увидите отличие. So it's just say like if it's like we are trying to clean a pond, even if it's fresh and clean water that is coming, but it will be difficult to clean the pond, no? We need fresh water to the pond, but if you want to clear the pond of the muddy water, can you hear? Yes. Yes, sorry, Bante, it's like there was a little bit disturbance, so I didn't hear the full thing. Yeah, It's like we are if we clear. if we are trying to clear a pond, and then if there's still like even clean water coming into the pond, we cannot clean the mud, no? So we have to stop even the clean water coming if you want to clean the whole pond, no? So likewise, even the good things we read, that also comes as mental objects to the mind when you're practicing. И если вы хотите очистить пруд, то если там есть, да, в этом пруду есть грязь, то даже если в этот пруд поступает чистая вода, то вы не можете очистить этот пруд от той грязи, которая там. То есть сначала надо остановить вот этот приток воды в пруд, после этого почистить пруд. И точно таким же образом, даже если вот во время практики вы читаете какие-то хорошие вещи. I had to stop reading for 2 years. И мне пришлось перестать читать на 2 года. So usually some practitioners, they talk like, okay, if when we go to the fourth jhana, we listen to Dhamma talks or read books. Ну и обычно еще, да, практикующие тоже говорят, что сначала мы дойдем до 4-й джаны, а потом после этого мы будем слушать дхамма, лекции и читать книги. But when a person goes or practitioner goes to those things, those stages, they don't want, like they want to go further, no? So they don't want to just read and listen, and because they want to keep on practicing. Но когда практикующий доходит до вот этой стадии, он уже не хочет возвращаться вот к этому, то, что там просто читать или слушать, он уже хочет идти все дальше и дальше. But here there is a practice, there is a thing like in some traditions they say you have to empty your cup first. Но вот в некоторых традициях там еще говорят, например, то, что вам сначала нужно опустошить вашу чашу. If it's full, then they're even full with good things. Then you cannot put in something else. И если она полная, если она даже полна хороших вещей, то вы не можете туда положить что-то еще. Okay, no?